Я вас приветствую. И, наверное, не найдется ни одного человека, который не любил бы фильм «Мумия» 1999 года. Но разве что, может быть, кроме Брэндона Фрейзера, то было увлекательное и зрелищное путешествие эпичных масштабов при участии отличных актеров с фееричным экшеном и нотками действительно смешного юмора. Но речь не о нем. Ведь за год до «Мумии», возможно, благодаря хорошо проведенной шпионской работе, на экраны Префайром была выпущена другая «Мумия», в создании которой тоже участвовали не последние люди. Тут вам и Рассел Малкахи на режиссере, который к тому моменту уже снял «Двух горцев» и «Тень». И позже, как вы знаете, снимет «Третью обитель зла», а также... Вот что я называю музыкой. И актеры разных калибров, от на тот момент еще мелких до по-хорошему средних, от легендарных до по-настоящему великих. Одну из главных ролей, к слову, исполнил Джейсон Скотт Ли. Меня зовут Форд. Форд Линкольн Меркьюри. Который в 90-х был восходящей, подающей надежды звездой, которого, в частности, вы можете знать по «Книге джунглей», фильму про остров Пасхи и роли Брюса Ли в фильме Роба Коэна «Дракон. История Брюса Ли». Вот отсылка на него в первом «Форсаже», кстати. И чью карьеру в итоге угробили два режиссера «Обителей зла», двумя фильмами, вышедшими в один и тот же год. И впоследствии ни один из них не позвал его ни в одну из обителей. Вот же шпи, да, я знаю, что в прошлом ролике я сказал, что мне не интересны фильмы про мумию. Но «Мумия» — это своего рода одна из икон фильмов ужасов, про которую за 12 лет я сделал обзор только одного фильма, и то это была коллаба с Франкенштейном. А тут у нас буквально клад. Ура! В том плане, что было закопано $8 миллионов. Потому что собрал он где-то 300 тысяч. А, и еще, чуть не забыл. Композитор Стефано Майнетти получил награду, теперь уже на легендарном Фанта Фестивал, за лучший саундтрек к этому фильму. А знаете, к какому еще фильму Стефано Миньетти написал музыку? К фильму «Человек-крыса». Хороший получился бы мем, если бы меня на стримах смотрело хотя бы пара тысяч человек. Ладно, в общем, фильм про египетского принца начинается, вы удивитесь, в Египте. Египетская сила. А другого места не нашли? Нашли. В нем пройдет остальная большая часть фильма. Итак, где-то в Египте Саруман ведет раскопки в поисках сокровища верховного жреца Майя. Это, скорее всего, имя жреца. И находит, но не совсем жреца и не совсем Майя, а вообще хрен знает кого. Это потрясающая новость. Ты нашел его имя. Надеюсь, хотя бы с галочкой. Саруман, какой-то моложавый расхититель гробниц и тучный мужчина в очках спускаются под землю оценить свою находку. Я не могу идти. Я застрял. Без паники, Парсонс. Вы не сводная сестра, вам нечего бояться. Не остроумно, мистер Янг. Оказывается, что захоронен здесь никакой не Майя. Мы знаем имя. Талос. Шутки про Талос-Фалос оставим на конец фильма, там они будут более уместны. И вход в его гробницу испещрен надписями не самого позитивного содержания. Слушайте, все ныне живущие, остерегайтесь этого места. Я был проклят, я уничтожал невинных, я смешивал удовольствие с ужасом. Дрочил напорно с Кириллом руки-базуки. Саруман понимает, что вскрывать гробницу – плохая идея, но не все из присутствующих придерживаются такого же мнения. Поэтому плита таки сдвигается, и из гробницы вырывается ядовитое облако, как из-под одеяла, под которым до этого полчаса пердели. От его воздействия горе-копатели начинают каменеть и разваливаться. Выглядит это прикольно, за исключением тех моментов, когда используется компьютерная графика, потому что она, мягко говоря, всратенькая. Особенно если учесть, какие фильмы в 98 году были номинированы на Оскар за спецэффекты, хотя тут имеет место значительная разница в бюджетах. К тому же в то время проекты подобного масштаба выходили редко. Это сейчас 4 из 5 фильмов щеголяют крутыми спецэффектами и ураганным экшеном, как будто их штампуют на конвейере, что не может служить оправданием совершенно ублюдскому сценарию. В общем, 2 крутых снайпера должны охранять таинственное ущелье, неся вахту в башнях, находящихся на противоположных сторонах этого ущелья. Ой, блин, я же не этот фильм обозреваю. Итак, Саруман из последних сил, последней оставшейся конечностью, взрывает себя вместе с входом в гробницу.
Начинаются довольно прикольно стилизованные вступительные титры, которые в театральной версии заменили на просто буковки на фоне пустыни. Да, к слову, у фильма есть театральная версия длительностью 88 минут и режиссерская на 25 минут длиннее. Я посмотрел их обе и не увидел особых различий, кроме того, что из театральной убрали некоторые кринжовые моменты. Действие же переносится во времени, но не пространстве. Мы опять на раскопках все той же гробницы, но в наше время, если бы сейчас был 98 год. На этот раз раскопками занимается внучка Сарумана Саманта, нашедшая его путевой дневник и решившая пойти по его стопам. Потому что самого Сарумана, видимо, никто не выкопал и не узнал, что он умер, разбившись как пустой глиняный кувшин. Помогают ей в раскопках профессор Маркус в исполнении Майкла Лернера, которого лично я помню по Годзилле, друг Брэдли в исполнении Шона Пертуи, который в горизонте событий нашел спрятанную бомбу и сражался с собаками-воеваками, доктор Клэр Марлуни, которую вы все без исключения знаете по фильму «Стриптизерши против оборотней», и, наконец, ее жених в исполнении какого-то ноунейма, Джерарда Бутлера. Охуел, что ли? Ну, в смысле ноунейма на тот момент, в отличие от всех остальных. И по сюжету расширенной версии у них буквально любовный треугольник. Все в порядке, Бург. Спасибо. Где Бутлер во главе тупого угла, а Брэдли на острие френдзоны. Из театральной версии эту любовную геометрию убрали, наверное, потому что решили, что вкупе с еще одной любовной линией, далее по сюжету, главная героиня будет выглядеть слегка шлюховато. Еще фильм дает понять, что Брэдли обладает экстрасенсорными способностями. Я вижу цифры, набор цифр. 022 369! Это день рождения моего деда. А как тебе удалось? Не так уж и трудно. Я просто догадался. Современные же реалии предполагают продвинутые технологии, поэтому вот тут вот летает вертолет. А еще наши копатели отправляются под землю в защитных костюмах, проламывают там стену и обнаруживают... О, Господи. Это небный язычок. Есть у всех людей. У меня нет. Вот он. Это ядро, центр гравитационной системы. Хорош. Ну все. Они видят помещение сферической формы с огромным количеством истлевших тел на его стенах и подвешенным посередине саркофагом Талоса. Мертвецов хоронили с предметами, которыми они больше всего дорожили при жизни. А этого Талоса погребли в его собственной комнате ужасов. Человек, который захочет похоронить меня с лопатой, столкнется с проблемой непреодолимого характера. Там же они видят рисунок, символизирующий парад планет. Вдруг у экстрасенса случается экстрасенсорный приход, а Бутлер забыл мозг на поверхности, поэтому решает слазить за каким-то кулончиком. Кулончик он успешно достает и даже передает его своей невесте, после чего падает, что впоследствии станет его фишкой. Проходит 7 месяцев. Саманта счастливая и уже позабывшая своего падальщика живет в Лондоне. Экстрасенс Брэдли после того прихода поехал кукухой и теперь шлет ей странные факсы. Сэмми, пожалуйста, прочитай. Ну а саркофаг успешно доставлен в музей Лондона, где демонстрирует публике свое содержимое в виде истлевших бинтов. Плюс к этому так удачно приближается парад планет. Поэтому без лишних промедлений и дополнительных стимулов в виде прочтения заклинаний из книги мертвых, принесения в жертву девственниц или рукожопости какого-нибудь работника, Талос просыпается и как какой-то хулиган лишает зрения некого сенатора США. Поэтому... Американцы послали своего детектива, чтобы он посмотрел. Видимо, у них в Лондоне есть детективный филиал, потому что труп еще остыть не успел, а детектив тут как тут. Это детектив Райли, посольство США. Окей, пусть будет так, но все равно он появился слишком быстро. Я бы сказал, не шутите с ножом для колки льда. Работала умелая рука. А глаза были вынуты до того, как ему свернули шею. Я бы на всякий случай записал его в подозреваемые. Ну а это, видимо, представитель Скотланд-Ярда в исполнении Джека Девенпорта, которого вы можете знать по трилогии «Пираты Карибского моря». Ну а в фильме он скорее представляет собой красивую версию Алексея Панина. Так или иначе, с этого момента они будут вместе вести это дело, которое продолжит обрастать телами с отсутствием каких-нибудь внутренних органов. А где его жена? Бесполезно, у нее нервный шок. Меня не интересует ее состояние, я спросил, где она. Да, она в шоке. Наверное, вы не удивитесь, если я скажу, что эту сцену вырезали из театральной версии.
Видимо, они в какой-то момент заметили, что это не похоже на это. После же еще пары сцен, где Брэдли донимает Саманту и доктора Марлуни посредством телефонных звонков и записок, которых вы не увидите в театральной версии, принц Египта находит новую жертву в виде какой-то рандомной тетки. И на этот раз нам, что называется, демонстрируют убивца во всей красе. И это буквально летающие бинты, которые незаменимы в ремонтных работах на этапе демонтажа или если вам нужно избавиться от тещи. На место преступления приезжают детективы, и человек, который писал им диалоги, просто боженька. Но он Джек-потрошитель. У нас появился его последователь. Не совсем нынешний Джек-потрошитель продрал потолок, пробил дырку в полу, протащил сквозь нее Ольгу Грозную, словно салфетку, и потом удалил ей легкие. Сегодня мы можем отдыхать. Какая у тебя версия? Пока ни одной. Рискуй получить по физиономии. Могу я все же спросить тебя? Валяй. Когда ты последний раз занимался сексом? Я трахаюсь с 10 лет. Кстати, я тоже. Если что, это их второе появление. Я от вас ничего не утаил. Кроме того, что в театральной версии этого диалога нет. Как будто из первоначальной версии вырезали 30 минут шизофазии сценариста. С тем же успехом здесь смотрелось бы... Рискуй получить по физиономии. Могу я все же спросить тебя? Валяй. Интересно, как трахаются рыбы? Что домик в лесу делает в лесу? И все, пожалуй. Больше я не буду обращать внимания на различия в театральной и режиссерской версиях. Итак, у нас есть два убитых. У первого исчезли глаза, вторая лишилась легких. Что между ними еще общего? Они иностранцы. Правильно. А о чем это говорит? Что их выбрали не случайно. Конечно, не случайно. Женщину звали Ольга Грозная. Не удивлюсь, если это был Рузвельт или Вашингтон. Через сцену с бредящим Брэдом, который решает вживую поднимать доктора Марлуни и рассказать ей, что они высвободили зло, которое через 3 дня устроит конец света, фильм переходит к следующей жертве, очередному ноунейму, который тусит в клубе, где отвисают только мужики. Хз, видимо, отмечают какой-то мужской праздник по типу Международного дня полового члена. И согласитесь, это топ-лук для похода в клуб. Видимо, в этот день отменили дресс-код. Ну и в общем нападают бинты на парнишку из аппарата для салфеток и смывают его в унитаз. В 90-е принято было мочить в сортире. Но и так как нету тела, нету дела. Поэтому детектив Райли заезжает к Саманте, чтобы задать ей самый важный вопрос. А вы с Кортезе были любовниками? А мог бы сразу спросить. Когда ты последний раз занимался сексом? И достаточно. На квартиру же Брэдли он уже приезжает с детективом Бартоном. Там они обнаруживают кучу песка, потому что Брэдли любит строить пирамидки из песка. Интересно, соседские кошки ходят в нее срать? Пользуясь тем, что в квартире срач и никто не заметит пропажи, Райли подрезает визитку и дискету. Как вдруг на напарника нападает Брэдли. Райли реагирует молниеносно. Сукин сын. Чего-чего? Почему ты гей? Сукин сын. Why are you gay? Впрочем, ответа мы не узнаем, ведь не зря Брэдли украл песочницу с детской площадки. И как бы в любом другом фильме началась бы погоня, но Райли уже лень подымать жопу. Why are you running? Why are you running? Вместо этого вечерком он решает наведаться к Саманте, прилетев к ней на целлофановом пакете. Чего только не сделаешь, чтобы произвести впечатление на девушку с такими выдающимися талантами. Прилетел же он к ней, чтобы она помогла ему с содержимым дискеты. Если верить надписям, то органы Талоса были удалены из тела его последователями. Они верили, что придет день, когда их принц возвратится и вернет их себе. Чем он сейчас и занимается в строгой последовательности. Органы удалялись в каком-то определенном порядке. Глаза, Легкие, селезенка, печень, челюсть. И последнее. сердце. Все в норме. И так как Саманта его обламывает, Райли приглашает ее в бар. Стыдно признаться, но я почти не горевала из-за смерти Бурка. Я за 5 минут узнаю ее телефон. А я за 2 минуты. Это инстинкт самосохранения. Я утонченный мужчина и обожаю юных красоток. Лучше блондинок. Где Саманта рассказывает, что сопутствовало извлечению саркофага из гробницы. Несколько недель никто не мог приблизиться к саркофагу. Даже мухи. Они замертво падали на песок возле него. В нашем лагере все вдруг обезумели. Никто больше не мог владеть собой. Он действовал на всех. И на каждого по-своему. Брэдли, например, очень сильно стали мешать волосы, но нормальной парикмахерской рядом не было. В нем было зло, которое чувствовалось. Поэтому они привезли его в Лондон и выставили в музее. Такие дела, в общем. Спасибо за пиво, детектив Райли, и до свидания. Пока же они мило общались и совершали возлияние жидким золотом, летающие бинты произвели нападение на очередного ноунейма. И с одной стороны это хорошо. Фильм выходит за рамки устоявшихся клише.
Fisting is 300 bucks. И не убивает по очереди персонажей, заявленных в начале, как в каком-нибудь слэшере. Но в то же время на этих ноунеймов совершенно насрать. Поэтому я считаю, что для большего вовлечения зрителя в происходящее, фильму стоило в качестве этих жертв использовать симпатичных девушек, которые перед смертью очень тщательно и во всех подробностях принимали бы душ. Я благодаря такому приему полюбил совершенно безнадежный фильм «Человек-крыса». Короче, дяденька, все, а Талос получил очередной орган и, возможно, волыну. Тем временем Брэдли заглядывает к знакомому медиуму, но не для того, чтобы испытать нечто особенное, а за астральным перемещением. Астральное перемещение. Мы можем попытаться. Я хочу его глазами увидеть следующую жертву. Нет, простите, это уже слишком. Ну и к слову, в роли медиума тут легендарная а пускай она лучше сама представится. Hello, I'm Shelley Duvall. Hello, I'm Shelley Duvall. Hello, I'm Shelley Duvall. Hello, I'm Shelley Duvall. Этим можно пытать. Кто не понял, это всеми ненавистная жена Джека Торренса из Кубриковского «Сияния». И на удивление, тут она не бесит, а вполне убедительно отыгрывает. И на Пугачеву похоже. Ну а астральное перемещение – это услуга, находящаяся в прайсе между воскрешением из мертвых и разговором с Богом. Поэтому Брэдли коннектится к следующей жертве быстрее, чем твой телефон к домашнему Wi-Fi. Следующей жертвой внезапно оказывается собака-поводырь. Отсылочка на Дракулу с Кристофером Ли. Я иду на руках. Главное, не поддавайся желанию вылизать яйца. Я знаю, что это за станция. И он со всех ног бежит на эту станцию, посередине проезжей части, и вдобавок по встречке, когда тротуар абсолютно свободен. Тупо человек после первого дня в качалке. Убирайся с дороги. Убирайтесь. А может быть, все-таки ты свалишь с дороги? Да ты охренел, он и не был у тебя на дороге. Куда ты, Куинни? Что ты почуяла? Ладно, пообедай. Плюс в комменты, если ваш хозяин тоже разрешает вам питаться с если вы разрешаете своей собаке питаться с помойки. Что там? Я не знаю, что там, но что бы это ни было, это что-то жуткое и страшное. Да, в общем, собаку успешно забинтовывают, а лишилась собачка челюсти. Потом нам показывают, как бинты летают над Лондоном, а в следующей сцене они хитростью пробираются в корзину для грязного белья, чтобы их на лифте подняли на нужный этаж. Левитация левитацией, а королевские замашки никуда не делись. Пришел же Талос в гости к доктору Марлуни, чтобы испугаться упавшего мыла, и пока все на этом. Тем временем Брэдли заглядывает к Саманте, чтобы прервать цепочку убийств, потому что думает, что она следующая в списке Талоса, но вовремя подспевает Райли. И дальше Брэдли в полицейском участке рассказывает, почему он то, что в «Мумии Сомерса» вынесено в начало фильма, а именно краткую историю Талоса и то, как он до жизни такой дошел. В общем, жил да был Талос. Человек он был хуёвый, зато магией владел нихуёво, за что был изгнан из Греции. Но спустя 5 лет он появился в Египте, втерся в доверие к фараону и начал крутить шашни с его дочерью Нефриямой. И даже женился на ней. Вкусы же его были настолько необычные, что как будто бы экипаж «Горизонта событий» побывал на его вечеринке. Вскоре его влияние стало слишком разрастаться, и фараон решил от него избавиться. Талос, поняв, что не вывезет конфронтацию с фараоном и так погибнет, замутил ритуал, в котором его слуги сожрали его органы, а Нефрияма навернула его сердце. Теперь же он должен найти реинкарнации своих слуг, вынуть соответствующие органы и воскреснуть во время парада планет. И, как говорится, жвачка у него закончилась. Осталось только вынуть сердце из реинкарнации принцессы, поэтому Брэдли хотел убить Саманту выстрелом в сердце. Напоследок же он показывает Райли фокус. Поверь мне. Райли уходит, чтобы наведаться к Саманте и получить наконец-то доступ к телу. Но опять не получает. Потому что пока он шел, Талос заглянул в участок, чтобы угандошить Брэдли и детектива Бартона заодно, что называется, по приколу, и о чем уже говорят в новостях. К слову, детектив Бартон настолько полезный персонаж, что если попытаться вспомнить его поступки, которые имели влияние на сюжет, и изобразить их схематично на экране, то получится... Да, ничего не получится. Потому что единственное, чем он мог запомниться, это шутками про увлеченность Райли Самантой. А ты не втюрился? Мисс Теркл не такая. Да?
Поезжай домой. Сними трубку и поспи денька 3. Сначала мне надо заехать к Сэмми. Тогда поспи 3 дня вместе с ней. И то, не все из них попали в театральную версию. Райли воротает взад, где еле сдерживает улыбку, когда ему показывают тело Бартона. Видимо, вспоминает те самые шутки. По крайней мере, я не вижу на его лице ничего похожего на грусть. Саманте же не стоит волноваться, у нее есть охрана. Саманте стоит волноваться, у нее нет охраны. Здорово, заебал. Начинаются догонялки, смонтированные наилучшим образом. Пустите! Пустите меня, пожалуйста, откройте! Что это было? Он не вписался в поворот? Саманта укрывается у соседа, которого не спасает даже ружье. А вот огнемет из аэрозолей вынуждает Талоса ретироваться. Огнемет из аэрозолей вообще имба. Макриди с ним бы завоевал планету Нечто, а тут какая-то марля летающая, которую от финальных титров спасает только, унитазный дайвинг. В общем, Саманта выбирается на улицу, не сумев поймать автобус. Пожалуйста, помогите мне. Она решает уехать на собаке, но... К слову, Луиза Ломбард на этой роли в последний момент заменила другую актрису, которую покусала бешеная собака. Еще никогда укус бешеной собаки не был так кстати. Итак, Саманта похищена. Детектив Райли уверен, что она еще жива, и собирает сквад по спасению мира, в который войдут та медиум, этот старик и доктор Марлуни, которая задается вполне логичным вопросом. Если все убитые были сразу принесены в жертву, почему Сэм не миновала эту участь? Ответ узнаем позже, а пока... Нужен посредник, чтобы установить с ней связь, нечто обладающее спиритуальным резонансом. Другими словами, тело Брэдли, которое они в следующей сцене успешно похищают из морга и отвозят домой к Эдит, где она говорит: «Сейчас ты с Самантой. Ее глаза — это твои глаза. Что ты видишь?» И опять случается моментальный коннект. Это выглядит даже проще, чем позвонить родителям. Короче, в результате данного спиритического сеанса Брэдли выводит на потолке какие-то каракули, которые наши герои идентифицируют как заброшенную стройку суперотеля под названием «Пирамида», куда они отправляются, прихватив с собой тот амулет. Должен же он хотя бы под конец фильма пригодиться. Не просто же так слили Бутлера. Он обладает фантастической защитной силой. И еще. Существо, которое нам противостоит, бесплотно, но оно завидует плоти. Не понимаю, чему тут можно завидовать. Ладно, пока они едут, Саманта высвободилась и ищет выход, но находит огромный кокон среди кучи тел, из которого вываливается какой-то гомункул. Саманта от такого прикола в отрубе. И пока она в отрубе, гомункул вырастает до гигачада с козложопа, которого делали те же люди, которые потом дорастут до удаления усов Генри Кевилла. Я пришел к такому выводу из-за качественности выполненной работы. Некомпьютерное исполнение с козложопа тоже на уровне. Я восстал против воли. Амун-Ра. И судя по лицевой анимации, ему, как и Готике, необходим ремейк. Никогда прежде глаза человека не любовались подобным совершенством. Вот реально урод без негатива. Вот настоящий мутант просто. Стань на колени возле ног Талоса. А зачем, если у Талоса нет фалоса? Талос, где твой фалос? Хотя чего я угораю, в том наборе его не было. Ну или он покаместь не бинарный. Тем временем команда по спасению мира прибыла и сразу разделилась. Черт, она может быть где угодно. Может быть, разделимся? Так мы проверим большую территорию. Да-да, хорошая мысль. Да-да-да, на таких идеях держится жанр ужасов. Уверен, у этих двоих есть все шансы затащить катку. Тем более, что они первыми сталкиваются с Талосом. Дед сразу падает перед ним на колени, а Эдит получает смачный смарч в лицо. Видимо, Талос успел посмотреть «Сияние». Эдит, даже без помощи Элис, удается отбиться от тех воронов, но Талос уже завладел сознанием деда, поэтому тот душит ее защитным кулоном. Да, пригодился так пригодился. Тем временем Райли снимает куртку, снимает рубашку, не зря же он качок. Доктор же Марлуни подвернула ногу и выбыла из миссии по спасению мира. Уважительная причина, базара нет.
Только потом не забудьте предоставить справку от травматолога. Райли находит Саманту, а с ней человека с козла Талоса, которого пули что-то вообще не берут. Тогда Райли решает проверить, может холостыми заряжено, и такой... Ну или на самом деле он убивает Саманту выстрелом в сердце. Ну почти. Чтобы она не досталась Талосу. Но Талос такой приколдесник, поэтому оказывается, что... Ты никогда не получишь свою принцессу. Так вот же она, моя принцесса. Какая ты сегодня принцесса? Знойная Джасмин? Сонная Белоснежка? Хозяйственная Золушка? Или, может быть, детектив Райли, ебать? В общем, да, за несколько десятков реинкарнаций, за 3000 лет принцесса Нефрияма стала мужиком. И это мог бы быть действительно хороший твист, но там, на секундочку, один слуга реинкарнировал в собаку. Впрочем, это не единственный твист. Оказывается, что доктор Малруни была завербована за кадром после сцены в душе, и, пользуясь своим положением, она предоставила Талосу тела для прочих запчастей. Куда она дела все пенисы, видимо, можно узнать в супер расширенной версии. Еще она зарезала деда и провела операцию по извлечению сердца. Талос помещает сердце в себя и превращается в детектива Райли, по принципу собачьего сердца, видимо. Доктор же Малруни вызывает полицию и берет всю вину на себя. Дальше же я ожидал увидеть что-то по типу начала конца света, где объединенная армия людей, гномов, эльфов и Том Круз вступают в решающую битву против полчища анубисов или что-то типа того. Но фильм решил, что это слишком банально и выдал это. Ну то есть всемогущий, восставший из мертвых Талос решил устроить себе экскурсию по Лондону. А в завоевание мира и вот это вот все потом времени навалом. И зря он себе что ли собачью челюсть вставлял. Конец. И знаете, может показаться, что фильм выглядит как дорогое кино с большими амбициями, если его не досматривать, потому что там как будто бы амбиции остались, а деньги кончились. Но Рассел Малкахи не из тех, кто сразу сдается, поэтому спустя 8 лет он снимет Тутанхамон «Проклятие гробницы» с Каспером Ван Дином для ТВ за $14 миллионов, а потом и «Царь Скорпионов 2». Упертый мужик, в общем. У меня же на этом все. Всем спасибо за внимание, а вы не забывайте ставить лайки, их в последнее время катастрофически мало. Также пишите комментарии подлиннее, можете прям строчить целые поэмы, я не запрещаю. Также ищите в закрепленном комментарии и в описании ссылки на мой телеграм-канал, на Twitch-канал, где мы фильмы смотрим, и на Бусти, где вы можете меня поддерживать буквально 10 рублями. Все, пока-пока.